самом центре Лондона, за стенами древнего Тауэра, уже сотни лет живут 6 черных воронов. Британия официально кормит их, охраняет и даже держит запасных, потому что существует легенда. Если птицы однажды покинут Тауэр, падет и британская корона. Звучит как красивая туристическая легенда. Только за несколько столетий британцы так не рискнули проверить, что случится, если вороны действительно исчезнут. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Галина, вы на канале «Англия в деталях». И сегодня мы поговорим о том, как древнее суеверие превратилось в государственную традицию. Чтобы понять, почему Британия так боится потерять этих птиц, нужно заглянуть в прошлое Тауэра. Сегодня это музей и туристическая достопримечательность, но веками Тауэр был одним из самых мрачных мест в Англии. Здесь пытали, морили голодом и рубили головы. И все это время над крепостью кружили вороны. Вороны появились в Тауэре не по приказу короля. Они жили там по самой прозаичной и жуткой причине. Они падальщики. После казни головы преступников выставляли на стены крепости или на Лондонском мосту. Для воронов это был постоянный пир. Они кружили над эшафотом Анны Болейн и видели последние минуты Джейн Грей, королевы 9 дней. В народном сознании вороны Тауэра стали почти сверхъестественными существами, хранителями крепости и свидетелями смерти. Согласно легенде, если 6 воронов когда-либо покинут Тауэр, падет и крепость, и британское королевство. Считается, что правило «в Тауэре должно быть не меньше 6 птиц» появилось при короле Карле II в XVII веке. Историки до сих пор спорят, насколько эта история правдива. Но легенда прижилась настолько прочно, что стала частью британской традиции. Есть популярная байка, связанная с придворным астрономом Джоном Флемстидом. По легенде, Карл II устроил в одной из башен обсерваторию. Но Флемстид постоянно жаловался королю на воронов. Птицы пачкали телескопы и мешали наблюдать за звездами. Король сначала приказал избавиться от воронов. Но тут вмешались суеверные советники. Или местное привидение, как любят шутить гиды. Они нашептали королю, что убийство воронов навлечет проклятие. Карл II, будучи человеком суеверным, решил не рисковать. Астронома перевели в Гринвич, а воронов оставили. Более того, птиц официально взяли под защиту и стали следить, чтобы их в Тауэре было всегда не меньше 6. Если вам интересна история Англии не по открыткам, а через такие вот живые истории, подписывайтесь на канал. Здесь мы как раз разбираем вещи, которые на первый взгляд кажутся мелочами, а потом вдруг оказывается, что за ними стоит целая культура. Вороны Тауэра – это не просто городские птицы, это Корвус коракс, крупнейшие представители вранов и одни из самых умных животных на Земле. Ученые сравнивают их интеллект с приматами и дельфинами. Они узнают человеческие лица, помнят обиды годами, используют инструменты, планируют действия наперед и, что особенно важно, умеют наблюдать и учиться. В Тауэре вороны быстро поняли, как устроена иерархия. Королевские гвардейцы в огромных меховых шапках обязаны стоять по стойке смирно и не двигаться. Вороны это знают. Они специально подходят к часовым, начинают прыгать у их ног, развязывать им шнурки и громко каркать прямо над ухом. Вороны Тауэра – профессиональные гопники. Они умеют расстегивать молнии на рюкзаках туристов и доставать оттуда бутерброды. У воронов невероятный голосовой аппарат. Они идеально имитируют лай собак, сигнализацию машин и человеческий кашель. Со временем вороны Тауэра превратились не просто в символ, а почти в часть королевского гарнизона. Каждая птица получает имя, регистрационную карточку
и цветное кольцо на лапу. У воронов есть собственный бюджет и специальный рацион. Каждый день птицам подают сырое мясо, печень, яйца и крольчатину. Иногда специальные галеты, пропитанные кровью. В Британии древнее пророчество кормят по расписанию. За воронами Таура следит специальный человек – Рейвен-мастер. Он следит за их здоровьем, поведением и, самое главное, не дает им покинуть Тауэр. Чтобы вороны не улетали слишком далеко, им слегка подрезают маховые перья на одном крыле. Формально они свободны, но Британия предпочитает не рисковать. Впрочем, даже этого иногда недостаточно. Самый известный побег произошел в 1981 году с вороном по имени Грок. К тому моменту он прожил в Тауре более 20 лет. Невероятно устал. Однажды Грок дождался, когда после подрезания у него немного отрастут маховые перья. Поймал поток ветра и перелетел через крепостную стену. Позже ворона заметили возле лондонского паба Rose and Punchbowl. По словам очевидцев, Грок был абсолютно доволен жизнью и не собирался возвращаться в Тауэр. В итоге птицу решили не ловить и официально отправили в отставку. Возможно, это был единственный случай в британской истории, когда королевский ворон ушел на пенсию в паб. За плохое поведение ворона иногда могут уволить из Таура. В истории Таура было несколько подобных отставок. В 1986 году ворон по имени Джордж стал настоящим кошмаром для смотрителей. Он повадился портить оборудование и пугать туристов. После серии инцидентов Рейвен-мастер принял суровое решение. За недостойное поведение Джордж был разжалован и сослан в зоопарк в Уэльсе. Самка по имени Муни прославилась постоянными побегами. Птицу регулярно находили за пределами Таура на улицах Лондона. После очередного исчезновения в 1995 году ее перевели в резервный питомник подальше от столицы. Иногда птицы пропадают и не по своей воле. Бывали случаи, когда на территорию крепости пробирались наглые лондонские лисы и атаковали спящих птиц. Поэтому на ночь воронов закрывают в специальные металлические вольеры. 6 воронов Таура – это не просто стая, это маленький королевский двор со своими любимчиками, хулиганами и старыми ветеранами. У каждой птицы есть имя, характер и собственная репутация внутри Таура. Начнем с самого литературного ворона. Его имя – дань уважения британской классики. Чарльз Диккенс обожал воронов. В его романе «Барнаби Радж» был персонаж – говорящий ворон по имени Гриб. У самого Диккенса в реальной жизни был точно такой же ворон. Нынешний Гриб, живущий в крепости, полностью оправдывает свое имя. Он один из самых умных и хитрых воронов. Юбилей получил свое имя в 2014 году в честь бриллиантового юбилея правления Елизаветы II. Ворона даже представили лично королеве. Харрис – главный бунтарь. Он прославился привычкой воровать у туристов монеты, обертки и все, что плохо лежит. Рокко предпочитает силой забирать лучший кусок. Эрин держится отдельно от других, а спокойная Мэг идеально позирует турист. Но что произойдет, если один из воронов исчезнет? На этот случай у Таура есть резерв. На территории крепости обычно живет больше 6 птиц. Помимо основного гарнизона, здесь всегда есть несколько запасных воронов. Если одна из птиц погибает, заболевает или исчезает, Рейвен-мастер быстро делает замену. Новых воронов давно не ловят в дикой природе, это незаконно. Птиц специально выращивают в питомниках в графстве Сомерсет, где их постепенно приучают к людям, шуму и жизни внутри Таура. Даже у древнего пророчества есть резервный состав. Однажды пророчество чуть не сбылось. Во время Второй мировой войны немецкая авиация нещадно бомбила Лондон.
От взрывов, дыма и постоянного шума почти все вороны Таура либо погибли, либо улетели. К концу бомбардировок остался один единственный ворон. По легенде, исчезновение воронов означало падение Британии. И в разгар войны это звучало особенно зловеще. Тогда в дело вмешался лично премьер-министр Уинстон Черчилль. Зная о легенде и прекрасно понимая, как важен боевой дух нации, он приказал срочно вернуть воронов в Тауэр. Британия могла пережить бомбардировки, но рисковать пророчеством никто не хотел. Похожий переполох случился в 2021 году. Одна из самых известных птиц Таура, Мерлина, была любимицей публики. Но в январе 2021 года она просто не вернулась вечером в свой вольер. Птицу так и не нашли. Британские газеты частично серьезно, частично иронично писали о дурном знаке, особенно на фоне пандемии и общей тревоги в стране. К счастью, оставшихся птиц хватило, чтобы монархия устояла. Никто не знает, верят ли британцы на самом деле в это пророчество, но уже несколько столетий они предпочитают не проверять. За 1000 лет Британия пережила войны, эпидемии и смену династий, но воронов из Таура так и не отпустила.